Главный и самый трагичный сюжет рождественского сезона — совершенно бесчеловечные на новом уровне обстрелы украинской территории. На карту прилетов смотреть жутко, били явно всем, что есть. Причем совершенно нарочно приурочили обстрелы к Рождеству. Приурочили так, чтобы удары попали не только по мирным гражданам, но и в иностранные, особенно американские СМИ. Чтобы единственный ныне зритель, ради которого все делается, Дональд Трамп, больше не сомневался. У Путина просто нет никаких тормозов. Спрашивается, зачем так поступать? Вроде бы мы находимся еще в одном раунде разводняка Трампа. Снова перед ним Путин миром трясет. А какой разговор о мире может вообще быть, когда в одних из двух главных праздников для всех христиан Путин с наслаждением занят смертоубийством? Ответ на этот вопрос очень прост. Весь этот год Путин положил на то, чтобы доказать Трампу: я та сила, с которой придется договариваться, потому что я непобедим. Я все равно добьюсь своего, поэтому со мной нужно договариваться только об условиях капитуляции, причем не только Украины, но и Европы в придачу. Тем временем успехи Путина на фронте в этом году, мягко говоря, не соответствуют амбициям, которые он декларирует. И раз уж у нас один из итоговых в этом году роликов, давайте посмотрим, как все выглядело на самом деле. Перед тем, как начнем, только напомню, мы собрали способы, как обходить в России блокировки и вернуть себе нормальный интернет. Среди них спонсор рубрики VPN Liberty, который сейчас предлагает пробный период на 30 дней без привязки к карте. Ключевой нарратив начала этого года возник после перепалки между Трампом и Зеленским в овальном кабинете. Дескать, после такого публичного развода, после того, как американская администрация одним днем приостановила обмен разведданными и ввела фактическое эмбарго на поставку оружия, Украину от поражения отделяют, если не недели, то точно считанные месяцы. 25-й год должен был стать переломным. Когда Украина лишилась значительной доли военной помощи, фронт уж точно должен был быть прорван. Уж как минимум вся Донецкая область к лету, ну уж как минимум к осени, и уж точно не позднее конца года должна быть взята. Все в этом году крутилось вокруг того, что Путина нужно уговаривать взять поменьше, иначе он возьмет сколько захочет силой. Что если не отдать ему Донбасс, то он заберет Одессу, Киев, Харьков, все, на что хватит фантазии. А Донбасс заберет несомненно, поэтому не отдавать его даже как-то, мол, глупо. Чего упираться, когда все решено? Зачем, мол, Зеленскому заставлять украинских солдат защищать заведомо незащищаемое? В американской администрации, в российской пропаганде, даже среди наших оппозиционных спикеров разлилось стойкое убеждение. Дескать, Путин настолько экзистенциальное, почти божественное зло, что с ним можно договориться только об условиях не совсем позорной капитуляции. На этом строились все разговоры и переговоры. Украина так и так проиграет. Путин так и так, по оценке Трампа, в 15 раз сильнее. У Зеленского нет карт, а стало быть, нет и переговорной позиции. Каждый раз со взятием каждой деревни, каждого хутора начинались разговоры. Вот теперь-то фронт будет прорван. Это была последняя крепость ВСУ, после которой Путин выйдет на оперативный простор и захватит, если не Украину, то ее восток целиком уж точно. Конец года кажется очень хорошим временем, чтобы подвести под этими разговорами некоторую черту. Потому что экзистенциальное божественное зло, уж точно если не за месяц, не за 2, не за полгода, то практически за полный календарный год уж должно было разобраться хотя бы с одним регионом противника, который в 15 раз слабее. Мы же знаем, как экзистенциальное зло на самом деле выглядит. Помним одно такое в 30-40-х годах прошлого века? То зло не считало захваченные территории областями, не хвасталось захватом райцентров. То зло за год с начала войны оккупировало всю Европу, от Польши и Франции до Норвегии. Пожалуй, есть один населенный пункт, судьба которого стала символом всей этой войны. Город Купянск. Райцентр с довоенным населением в 27 тысяч человек, а сейчас, по оценкам, до нескольких сотен. Город на 27 тысяч человек – это, мягко говоря, максимально далеко от масштабов всемирных завоевателей, всяких Наполеонов и Гитлеров. Купянск был захвачен российскими войсками сходу прямо в момент вторжения. Первая слава к нему пришла, когда тогдашний глава Генсовета Единой России Андрей Турчак, чтобы никто не сомневался, объявил: Россия здесь навсегда. Спустя чуть более полугода, осенью 22-го, Купянск был освобожден вместе с остальными частями Харьковской области в ходе стремительного контрнаступления ВСУ.
Наступление с начала войны, ставшего первой и последней по-настоящему масштабной и впечатляющей операции, результаты которой и впрямь отразились на карте. Если кто еще в состоянии такое упомнить, тогдашнее бегство, иначе как не назовешь, из-за всей Харьковской области, включая Купянск, официально объяснялось тем, что не очень-то и хотелось. Не собирался, мол, Путин там закрепляться, ему уж только Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области нужны. С тех пор прошло более 3 лет огромной крови. С тех пор прошло бесчетное количество раундов рассуждений. Вот сейчас возьму то-то и то-то, и откроется прямой путь к Одессе или вообще к Киеву. На самом деле мы наблюдаем совсем другое в реальности, в реальном мире. Поговорим об этом после рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Какие бы ни возникали ограничения, люди всегда придумают обход. Начались блокировки, появились доступные и простые VPN-сервисы. Заблокировали российские карты, возникло множество сервисов, позволяющих оформить карту иностранного банка. Правда, такие карты не всегда доступны, и некоторые могут не везде работать. Но есть альтернатива – зарубежная карта от Card Club. Она доступна каждому. По сути, это виртуальная карта, которую можно пополнять криптовалютой и через СБП. Выпускается она в считанные минуты. Достаточно перейти по ссылке в описании, и буквально за несколько кликов вы сможете оформить себе такую и добавить в Apple Pay или в Google Pay и пополнить. Сможете сделать первую покупку буквально через пару минут после того, как перейдете по ссылке. Ничего сложного, вам не нужно разбираться в разных системах и криптовалютах, чтобы оформить карту и ей пользоваться. Интерфейс сайта интуитивно понятен, справится каждый. Кстати, помимо сайта оформить карту можно и через приложение в Telegram. Даже если у вас уже есть карта зарубежного банка, будет не лишним оформить еще одну для подстраховки. Ситуации бывают разными, поэтому лучше иметь несколько счетов и криптовалютные в том числе. А с карты Card Club вы легко сможете расплачиваться криптовалютой, как обычными деньгами. Комиссии прозрачные, вы сможете посмотреть их на сайте. А открытие карты сейчас совершенно бесплатное, но это временно. Так что оформите себе карту прямо сейчас. Это быстро и ничего не стоит. А потом, может быть, пригодится. Ссылка в описании. Спасибо, что смотрите рекламу. Она позволяет каналу оставаться независимым и нам финансировать самих себя. Продолжим. Прошло бесчетное количество раундов рассуждений, что вот сейчас возьму то-то и то-то, откроется прямой путь на Одессу или вообще на Киев. Но вот уже осенью 25 года внезапно оказалось, что Купянск, во-первых, взят, во-вторых, стал великой победой Путина. И что если другие города Украины не будут сдаваться, с ними будет то же самое. Если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых я сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным. Едва только Путин объявил о победе, в Купянск тут же приехал лично Зеленский. И на фоне стеллы города явно показал, взятием там и не пахнет. На этом месте знатно бомбануло у Z-каналов, которые были в курсе, что никакого взятия нет и близко. В очередной раз пошли разговоры о взятии городов в кредит, о победных докладах, которые оборачиваются горами новых трупов, потому что взятые в кредит территории приходится брать любой ценой потом. Ведь в момент, когда Путин объявляет, что город взят, оставшиеся в нем войска лишаются поддержки и пополнений. Взят же, какие проблемы? Зачем вам войска? Зетники писали, что все эти флаговтыки, пиар захвата территории, когда сверхмалые группы куда-то заходят и где-то фотографируются, заканчиваются тем, что от этих групп ничего не остается. В ответ оживилась официальная пропаганда. Приезд Зеленского назвали чуть ли не постановкой, снятой на хромакее. Как только они изгалялись, венцом стала прямая линия Путина, где Павел Зарубин в своем непередаваемом припадке любви к начальству задал вопрос в формулировке, из которой сразу следует ответ. Неделю назад Зеленский якобы снял видео на фоне стелы города Купянска, но многие сразу по разным признакам увидели, что это фейк, и приводят доказательства, свои доказательства. Если это действительно фейк, то как же Зеленский мог решиться вот на подлог такого масштаба в столь ответственный момент? На что Путин ответил, дескать, во-первых, это все реально фейк, а во-вторых, будь Купянск украинским, Зеленский бы снимался не у Стеллы, а в самом городе. Стелла находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом. Спустя еще буквально неделю украинцы ударили по тем немногочисленным силам, которые занимали Купянск, окружили их, и сейчас, насколько можно судить, город под полным или почти полным контролем Украины.
Снова истерика Z-каналов. Снова ненависть к флаговтыкам. Снова обвинение в предательстве и вранье Верховному. Снова о пропаганде ничего не остается, кроме как отрицать очевидное. Для чего мы описываем эту драму тут? Чтобы вы себе представили. Все эти победные заявления, номинальные захваты и окружение отступления, все эти споры с пеной у рта, вся трагикомедия длиной в несколько месяцев. Все это происходит не в русле «Ок, Киев взят, дальше идем на Варшаву». Они идут вокруг населенного пункта, который сходу на карте не отыщешь с лупой. Который не виден в масштабах не то что Европы, не то что Украины, даже в рамках одной Харьковской области. Эта война в некотором роде существует в двух измерениях. В одном все крутится вокруг вопроса, захочет Путин взять Киев или не захочет. В другом о взятии Купянска объявляется несколько месяцев подряд. В одной вселенной существуют вопросы, когда Путин победит одну из крупнейших в Европе стран и какие кварталы райцентра кем контролируются. Надо приложить отдельные усилия, чтобы осознать всю ненормальность этой ситуации. У нас нет никаких причин считать, что Путин воюет в полсилы. Порой с момента подписания контракта до смерти наемника проходит меньше месяца. И так мы понимаем, вся без исключения способная воевать армия уже на фронте. Потому, насколько расширился фронт, потому что Путин наступает везде и всюду, где только получается, мы понимаем, текущий темп наступления – это максимальный предел возможного без мобилизации. Было бы можно наступать шире сейчас и дальше, наступали бы шире и дальше. По масштабам варварских обстрелов украинской территории тоже совершенно очевидно, что никто не экономит. Просто посмотрите, какой ад творится весь праздничный сезон. В центре и на востоке страны живого места нет. Все, что способно выпускать российская беспилотная и ракетная промышленность, немедленно отправляется по украинским городам. Путин не воюет на 30 или 50%. Не будет такого, что если он не получит желаемое, то будет воевать на все 100. Совсем наоборот. В этом году явно стояла задача изо всех сил впечатлять Трампа, показывать свою способность идти вперед, несмотря ни на что. Ну и вот показали. Прошел еще год войны. Украина осталась практически без американской помощи. Если посмотреть на график, ее и вовсе нет. Зато есть проблемы тут и там. От мобилизации до коррупционных скандалов внутри. А где Путин? Окружает Ивано-Франковск или Львов? Устанавливает оккупационную администрацию в Одессе? Нет, он там же, где и был. Новый год, новая попытка оккупации Донбасса целиком. И снова до этой цели, как до Китая пешком. Тем удивительнее, что весь этот год, особенно с момента вступления Трампа в должность, все разговоры о стратегической победе Путина, как это формулирует Юлия Латынина, не просто не сворачиваются, но становятся общим местом. Да, вопросов нет. Путин кладет на эту войну такие ресурсы, которые невозможно ни представить, ни осознать. За неполные 4 года он сжег 23,5 тысяч единиц техники. Советских генералов на этом месте хватанул бы инфаркт. Запасы, которые готовились на случай глобальной войны со всем НАТО, компактно уничтожены в нескольких регионах. И это речь только про Орикс, только про ту технику, которую удалось посчитать по визуальным свидетельствам. Из всей уничтоженной техники 4,25 тысячи – это танки. Для сравнения, за 45 лет производства Израиль изготовил вдвое меньше танков Меркава всех модификаций. Путин тратит на войну не менее 150 миллиардов долларов в год, что сравнимо с довоенным ВВП Украины в 200 миллиардов долларов. В смысле ресурсов, которые Путин готов продолбать, он, конечно, силен, тут ничего не скажешь. Быть нефтяной экономикой с огромными резервами в начале войны и начать жить в долг на 4-м году – это сильно. Путин силен и в своей нечувствительности к потерям. Схема с покупкой наемников позволяет терять людей сотнями тысяч в количестве на порядок превышающем что Афган, что обе чеченские войны вместе взятые. Причем происходящее не конвертируется в политические проблемы. В вопросе сжигания советских запасов техники, людских и финансовых ресурсов страны Путин силен безусловно. Но где результаты-то? Давайте отвлечемся от моральной стороны дела и просто посмотрим на карту. Война с учетом всех потерь, с учетом арестованных 300 ярдов, по стоимости подбирается где-то к $1 триллиону. Война, которая ведется против заведомо более слабого противника, который в этом году еще и остался без помощи главного союзника. Война эта вообще должна была быть спецоперацией по молниеносному захвату Киева, но безнадежно застряла в рамках одной области. Она была там в 24-м, она там и есть весь 25-й. Совершенно варварские атаки по Киеву, Одессе,
по мирным украинским городам, которые идут без конца весь праздничный сезон, нельзя считать ничем иным, кроме как публичным признанием. Глобально, в военном плане, за целый год не вышло абсолютно ничего. Похвастаться абсолютно нечем. Что нам известно из разговоров Путина и Трампа? Что Путин обещал захватить Донбасс до осени, а Трамп сказал: ну ок, попробуй. Даже сроки на днях озвучивались. Неизбежный вопрос. Ну и где Донбасс? Где твоя силушка-то богатырская? Путин отвечает совершенно отчаянной своей отмороженностью. Путин сообщает, договариваться нужно не потому, что он может особенно преуспеть на фронте, а потому, что он ни перед чем не остановится. Есть проблема с убийством солдат в нужном количестве? Ну так будет убивать тех, в кого попадает. Никакого иного смысла рождественских зверств по всей Украине нет, кроме того, чтобы подменить военные успехи отмороженностью, чтобы точно попасть на глаза Трампу. И это самая наглядная черта и под тем, чего Путин реально смог достичь за 25 год, и под тем, что сможет достичь далее. Права ли американская разведка в том, что Путин хочет всю Украину? Права. Но пока реальность в том, что Путин не смог взять Купянск. До завтра.